С бедуинским приветом из солнечной Иордании, с пустыни Вади-Рам. Геннадий Ибн Петров и я, Лариса Ибн Соколова. В 2011 году ЮНЕСКО включила заповедник Вади-Рам в список всемирного природного и культурного наследия. Площадь каменистой пустыни Вади-Рам составляет около 720 квадратных километров. Доподлинно неизвестно, почему Вади-Рам было дано такое имя. Вади – арабское название сухих или с временными водотоками долин и русел. Вади заполняются водой только после сильных ливней. Исследования ученых и найденные наскальные рисунки и надписи указывают на то, что первое человеческое поселение в Вади-Рам появилось в ледниковый период, около 10-12 тысяч лет назад. В этих местах бедуинские племена мигрировали в поисках пастбищ для разведения верблюдов и овец. Жизнь этих людей и этой долины круто изменилась с приходом сюда Голливуда. 15 мая 1961 года здесь начались съемки эпического фильма Дэвида Лина «Лоуренс Аравийский» с Питером О'Тулом и Омаром Шарифом в главных ролях, в котором Вади-Рам служила фоном главных сцен фильма. Фильм, вышедший в прокат в 1962 году, имел оглушительный успех и был удостоен 7 премий «Оскар», а Вади-Рам приобрел мировую известность. Однако только в 1984 году здесь началась туристическая деятельность, когда британская команда альпинистов во главе с Тони Ховардом и Ди Тейлор получила разрешение Министерства туризма Иордании на изучение возможностей альпинизма в Вади-Рам и его окрестностях. Ховард и Тейлор позже написали книгу об этом приключении под названием «Походы и восхождения в Вади-Рам, Иордания», которая вызвала туристическую активность в регионе. И Вади-Рам впервые стала в авангарде популярных туристических маршрутов. С тех пор местные бедуины стали свидетелями и участниками туристического бума, который продолжается и сегодня. Причем сегодня сюда в основном приезжают совсем не альпинисты, а обычные туристы. Места здесь красивые и романтичные, и хочется спеть. Пустынный поцелуй после жаркого лета. Ты, может быть, один так почувствовал это. Ты, может быть, один захотел этот вечер со мною испить до дна. Художественная самодеятельность Иордании. Пустыня Вади-Рам. В 1976 году были сделаны первые цветные снимки Марса, и они оказались очень похожи на ландшафты Вади-Рам. Начиная с научно-фантастического триллера «Красная планета» Энтони Хоффмана, вышедшего на экран в 2000 году, марсианские и инопланетные ландшафты голливудских фильмов все чаще снимают в пустыне Вади-Рам, причудливые пейзажи которой кажутся потусторонними и неземными. Эта уникальность и сделала ее декорациями для научно-фантастических и фэнтезийных фильмов. Простое перечисление снятых здесь фильмов выглядит внушительно. Блокбастер Ридли Скотта «Марсианин» 2015 года с Мэттом Деймоном и его более ранний научно-фантастический триллер «Прометей» 2012 года. Научно-фантастический фильм ужасов «Последние дни на Марсе» режиссера Руари Робинсона 2013 года, эпическая космическая опера режиссера Гаррета Эдвардса «Звездные войны. Изгой-1» 2016 года, ремейк «Аладдина» 2019 года режиссера Гая Ричи, «Звездные войны. Эпизод 9. Скайуокер. Восход» Джи Джи Абрамса, «Дюна» – экранизация научно-фантастического романа Фрэнка Герберта от режиссера Дэни Вильнёва. И, наконец, мегапопулярный «Джон Уик. Глава 4» 2023 года, в котором в одной из ключевых начальных сцен фильма Джон Уик мчится верхом по пустыне, чтобы выследить одного из самых высокопоставленных членов высокого стола – старейшин. Мы тоже не остались в стороне
и сняли сцены для ремейка фильма «Белое солнце пустыни». Рядовой Сухов по вашему приказанию прибыл. А что пришел-то? Стреляли! Свободная женщина Востока. Давно здесь сидите? Давно сижу.